Всем привет! Продолжаю видео про мою синель. Высохла моя красота. Смотрите, какая красивая. Немножко ее чуть-чуть слегка повело. Ну, я сейчас все выровню и буду продолжать. Вот здесь кое-какие сильно топорщатся. Их можно смочить опять и приложить. Я выровняла свою заготовку. Заготовка моя получилась 50 на 28 сантиметров. И кто угадывал, что я буду из нее шить, то правильно угадали, кто написал, что будет сумочка. В первом видео я забыла сказать, чтобы мастерицы, кто будет шить синель, впоследствии, когда будете стирать, кладите обязательно в мешок для стирки, чтобы не засорять машинку. И раз я буду шить сумочку, надо определиться с направлением, где будет у меня передняя часть, где задняя. Сейчас покажу два варианта вам, оцените. Вот такой вариант первый предлагаю. Здесь такая расцветка обязывающая, чтобы поддержать оранжевый цвет. Надо одежду или обувь какую-то, или аксессуар. А вот этот вариант более универсальный. Под любую одежду подойдет. Посмотрите. Расцветка здесь поспокойнее и не обязывает ни к чему. Я выкраиваю подклад. Подклад у меня из ацетатного шелка. Очень скользкий, очень ползучий. С подложенной тканью. То проще кроится. Этот шелк никуда не съезжает. Я сколола подклад с заготовкой временно, чтобы определиться, где будет карман. Карман я сшила, продублировала его флизелином и буду определяться. Если у нас вот этот будет основание, так, это верх будет, и карман я буду пришивать где-то сантиметра на 3 ниже, вот где-то в этом месте примерно. Сейчас я обведу. Вот сюда я сейчас пришью карман с 3 сторон. Продублирую с обратной стороны обязательно, потому что ткань тонкая, чтобы она не порвалась впоследствии. И небольшой карманчик такой будет. Все, откалываю и прошиваю карман. Пришила карман, продублировала, сложила лицом к лицу подклад и заготовку, наживила, аккуратно расправляя вот эти простроченные наши детали. Расправляла прям каждую детальку. Теперь прошиваем. Оставляем отверстие для выворачивания. Я пришила подклад, отгладила, чтобы он у нас не вылезал снаружи. Теперь внутрь я выкроила толстый изолон вот такой толщины и вставлю его в сумочку. Вот так сворачиваем, вставляем. А там уже расправляемся, чтобы наша сумочка держала форму. Сейчас я выкрою вот эту половину и потом на границе прошью, чтобы они у нас не сдвигались, эти
2 клапана. У меня просто нет цельного, поэтому мне пришлось из 2 частей делать. Я ставила вторую половинку, и теперь вот здесь прошиваем прямой строчкой. Но стараемся, чтобы у нас вот эти полосочки не загибались, а были ровненько. Прошиваем. Пошив сумки нашей подходит к концу. Я зашила вручную. Здесь что оставляли место для выворачивания. Теперь остается по бокам прошить, тоже вручную. И практически сумочка готова наша. Я сшила боковины. Совершенно не видно, что вручную. Даже полосочки сошлись. Как будто цельное полотно. Ну что, осталось пришить только кнопочку. У меня есть такие ажурные кнопки. Я поставлю сюда, пришью и сюда. И будет застежечка. Напишите в комментариях, как бы вы боковины прошили, вручную или на машинке. Ну вот вручную совершенно не видно, что вручную, и она крепкая все-таки. Если вдруг порвется, ну порвется. Зашьем обратно. Находим центр, пришиваем с этой стороны и с этой. И вот такие симпатичные кнопочки. Здесь обратите внимание, чтобы вы пришили вот в складочку, вот в эту. Вот и готов наш клатч, сумочка. Посмотрите, какая симпатичная сумочка. Прелесть. Даже не подумай, что из старых тканей может выйти такая симпатяга. Я пришила кнопочки ажурные. Очень они сюда, кстати, симпатично смотрятся. Кнопку пришивала я насквозь. Вот сюда иглу вставляла. И здесь ничего не видно за этими махрушками. Здесь все аккуратненько, чисто. И эту кнопочку тоже прошила насквозь. Тем самым закрепила подклад, чтобы он не ерзал никуда. Кармашек, санитайзер, помаду, карточку, салфетки и очки поместятся. Ну и маска даже. Пишите в комментариях, понравилась вам моя сумка или нет. Мне очень нравится. Даже можно, если вам одежда позволяет, вот этой стороной носить клатч этот. Или этой. Здесь поспокойнее цвета. При желании можно пришить колечки сюда и повесить цепь. И будет тоже симпатично очень. Пишите в комментариях, нужна ли здесь цепочка. Как вы думаете? Ну, вообще, как удобно, конечно. Кому как удобно. Если вам видео было полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. У меня на канале в аналитике написано, что малое количество процентов подписчиков смотрит. Так что новенькие зрители, пожалуйста, подписывайтесь. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Шейте сумочки сами, фантазируйте. Берите ткани ненужные, яркие. Вот верхнюю ткань надо яркую взять,
А нижние любые, даже старые простыни и наволочки подойдут. Никто их там не увидит. Раскроить, прошить по косой, все это разрезать и размахрить, постирать в машинке. И будет вот такая красота. На сегодня это все. Всего доброго. До встречи.